Семейные фотографии — отличный способ сохранить воспоминания. В этом снимке нет ничего удивительного на первый взгляд. Влюбленная пара с двумя детьми, все улыбаются. Но кто бы мог подумать, что, увидев это семейное фото, жена подаст на развод? Всего одна маленькая деталь на этой фотографии разрушила семью. Эмили и Майкл были вместе еще со времен колледжа. Их знакомые в один голос говорили, что они будут вместе всю жизнь. Поэтому никто не удивился, когда Эмили и Майкл заключили брак после колледжа. У них все было хорошо: отличная карьера, красивый дом в пригороде Бостона и двое очаровательных детей. Эмили даже не подозревала, что всего этого Майклу было мало. Эмили была очень счастлива. Ее жизнь казалась прекрасной и сказочной. И она хотела зафиксировать в памяти этот момент, сделав несколько семейных фотографий. Спустя годы женщина отдала бы все, что у нее есть, чтобы вернуться в то время и все изменить. Итак, Эмили решила организовать семейную фотосессию. Она связалась с фотографом, другом их семьи по имени Райан. Он сразу ответил на все ее вопросы и сказал, что они могут провести съемку на следующий день. Был солнечный осенний день. Листья в парке неподалеку от их дома играли яркими красками, создавая тепло-багряную картину. Все было идеально. Однако складывалось впечатление, что Майкл о чем-то переживал. Эмили сразу же заметила странное поведение Майкла, но не придала этому особого значения. Она знала, что Майкл чувствует себя неловко перед камерами. Когда приехал фотограф, она сразу же заметила, что ее муж побледнел. Фотограф приветливо поздоровался со всеми. Он был другом семьи и достаточно часто бывал у Эмили и Майкла дома. Все его любили и всегда радовались ему. Но в этот раз Майкл нервничал. Он улыбался в камеру как-то неестественно и неискренне. У Майкла был секрет, и от камеры этого скрыть не удалось. Эмили стоило бы сразу разобраться в странном поведении мужа, но она не придала этому значения. Фотограф отправил семейные портреты на электронную почту Эмили уже на следующий день после съемки. Она была очень рада, что их друг так быстро справился с работой, и ей не терпится поскорее посмотреть на снимки. Как только Эмили вернулась домой, она сразу же подошла к своему ноутбуку и зашла на почту. Она смотрела семейные фотографии одну за другой с улыбкой на лице. Какую же огромную работу проделал фотограф. У Эмили не спадала улыбка с лица, пока она пересматривала фотографии. Ей нравилось, как мило получились ее дети на каждой фотографии. Осенние краски выглядели идеально. Это был действительно идеальный день для фотосессии. Женщина начала выбирать лучшие фотографии, которые она хотела бы распечатать и развесить на стене у себя дома. Она даже думала о том, чтобы выбрать фотографию для праздничной открытки и разослать ее всем своим родственникам. Первая совместная фотография привлекла внимание Эмили. Она не могла не заметить переживания Майкла, которые ярко были выражены на его лице. Складывалось впечатление, что он фотографируется с чужими людьми, а не со своими близкими. Эмили вспоминала тот день и думала о том, что же могло так потревожить ее мужа. А потом кое-что на фотографии привлекло ее внимание. Она начала приближать руку мужа. То, что она увидела, когда посмотрела близко на руку мужа, шокировало ее. На его руке было не его обручальное кольцо. Это было обручальное кольцо его друга детства. Эмили закрыла ноутбук, пытаясь осознать увиденное. Она просто замерла и не могла ничего поделать с собой. Эмили пыталась избавиться от плохих мыслей, которые не давали ей покоя. Майкл любил ее. Она знала это. Она это чувствовала. Но почему он носит чужое кольцо вместо своего? Как долго он носит это кольцо? Эмили посмотрела на свое кольцо. У нее в голове крутился только один вопрос. Все было ложью? Неужели она была так слепа, что не увидела обман? Неужели Майкл скрывал от нее что-то важное?
Эмили решила поговорить с мужем. Она попросила соседку посидеть с детьми. Эмили не хотела, чтобы дети видели ссору родителей. Когда Майкл пришел с работы, в доме было тихо. Эмили ждала его в гостиной. Он понял, что жена все знает. Майкл решил во всем признаться. Все дело в его сексуальной ориентации. Но он по-прежнему любил свою жену и детей и хотел сохранить семью. Эмили была шокирована, но на самом деле она догадывалась. У нее и раньше были подозрения по поводу ориентации Майкла. Но на этом исповедь Майкла не закончилась. Оказалось, что у Майкла был роман. И его возлюбленным был их друг-фотограф, тот самый Райан, которого так любила вся их семья. Эмили не могла поверить во все это. Затем она вспомнила, как Майклу было неловко, когда пришел фотограф. Эмили вспомнила те особенные взгляды, которыми они обменялись при встрече. Казалось, будто все это страшный сон. Ее жизнь была не такой идеальной, как она думала. Эмили хотела сделать семейные фотографии на память, чтобы никогда не забывать о том, как счастлива она была в тот момент. Но как же она ошибалась? По иронии судьбы, фотосессия, которая должна была запечатлеть лучшие моменты ее жизни, перевернула ее жизнь с ног на голову. Майкл был влюблен в кого-то другого. Эмили не могла сказать ни слова, пока Майкл рассказывал ей всю правду. Что случилось с мужчиной, которого она безумно любила в колледже? Что случилось с мужчиной, который подарил ей 2 замечательных детей? Всегда ли Майкл любил мужчин? Как он мог так долго держать это в секрете? Как он мог так поступить со своей семьей? Все эти мысли крутились у нее в голове. Она пыталась взять себя в руки, слушая объяснения Майкла. Эмили смотрела на Майкла, пока он в слезах рассказывал ей правду. Этот человек заставил ее поверить в счастье. Она думала, что ее жизнь прекрасна. Но теперь все разрушено. Эмили положила руку на колено Майкла и спокойно сказала ему: «Все в порядке, дорогой. Я прощаю тебя». Несмотря ни на что, она все еще любила Майкла и хотела, чтобы он был счастлив. Эмили и Майкл подали на развод. Их любовь со временем переросла в крепкую дружбу. Спустя годы им удалось сохранить самое ценное — взаимоуважение и любовь к своим детям. Несмотря на неверность Майкла и его ложь о сексуальной ориентации, Эмили не держала обиду на бывшего мужа. Главное, чтобы они оба нашли свое счастье. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.